Всем снова привет! И вы смотрите канал Нави Brawl Stars. И сегодня игроки расскажут вам про 5 самых переоцененных бравлеров и 5 самых недооцененных бравлеров. Погнали! Oh my god! Almost lining up for it. It's a triple and a quad. Также, народ, снова пинчики наши в игре, так что если вы еще их не купили в поддержку LCQ, готовы за нас топить, обязательно берите прямо сейчас, ну и получайте 10% кэшбэка к вашей личной скиллухе прямо после покупки. Итак, 5 самых переоцененных персонажей в ладере, которые не работают в компетитиве. Номер 5 это Джеки. По моему мнению, Джеки не работает в компетитиве, потому что это самая основная причина. Потому что на скримах, на турнирах играется драфт, а если играешь на ней в ладере, то ты играешь в блайндпиках, и она в блайндпиках реально хороша. То есть, это очень сильный танк, например, на закрытые карты. Челы не могут там в ответ на нее пикнуть там что-то, потому что, это блайндпики, это ладер. Это в первую очередь, почему она сильная в ладере. Ты просто можешь, особенно после ее недавнего бафа, ее скорости гаджету, она стала очень сильной в ладере. Ты просто можешь бежать на чела, умирать, пока у тебя будет постоянно ульта копиться. Ты можешь его стягивать, потому что в ладере челики в основном играют расфокус. Ну и это просто фрикилы. Мне кажется, это основная причина, почему она работает в ладере. Вот я просто выхожу на троих, меня никто не отконтролил, я уже челика убил. И остальных надамажил. В общем, Джеки очень сильно в ладере, это факт. И особенно после ее недавнего бафа она может быть даже появится в некоторых там пиках на турнирах, потому что в некоторых ситуациях она все равно типа полезная довольно. В целом она не играется на скримах, там, на турнирах. Я ее последний раз видел, наверное, не знаю, очень давно. А так она вот такие вот совершенно сильные мувы, которые забивают, через которые забиваются голы, она способна делать это очень сильно. В общем, да, Джеки очень хороша в ладере. Номер 4, по моему мнению, это Динамайк. Это уже не такая ситуация, как Джеки. То есть Динамайк очень неплох в драфте. В турнирах он не особо часто пикается, потому что есть альтернатива, лучшие метатели, у которых больше рейндж, тычки быстрее взрываются и так далее. И они просто чаще играются. То есть такие, как Барли, как Виллу и так далее, которые, возможно, в ладере не особо часто играются, но при этом в компетитиве, особенно в драфте, они просто летают. Это офигенные персонажи в драфте, которые, стратегически очень сильно преимущество дают. А в ладере, например, Динамайк очень сильный персонаж, потому что в основном, опять же, ему не пикнуть контру, потому что это блайнд пики, и он может просто соло свою команду вынести. Это именно из-за этого этот персонаж очень силен. В общем, в принципе, добавить тут нечего. Персонаж очень силен в ладере, но не силен в турнирах, потому что там драфт. Номер 3, по моему мнению, это Тара. Раньше бы ее поставил, возможно, повыше, но в связи с недавними изменениями баланса ей увеличили накопление ульты, ей увеличили дамаг, очень сильно все увеличили, и теперь она намного чаще стала пикаться в турнирах и скримах. А раньше же ее вообще не брали там на турнирах, скримах. Я вообще помню, был период, когда я ее вообще долго очень не видел, вот до того конкретно бафа. Сейчас же ее поставить высоко не могу, она получила баф, и она так же сильна, как и в ладере, так и сильна в турнирах. В турнирах ее очень часто можно увидеть, если под нее делать баны, то есть ты банишь там, допустим, Эмс, банишь Сэнди, подобные, сплэш, а ей банишь, чтобы ей было удобно играть. И просто берешь и строишь под нее пик. Она очень хорошо заходит на турнирах, но опять же не так часто играется там, как в ладере. То есть в ладере ты ее можно вообще просто пикать. Это, наверное, самый стабильный персонаж в ладере. За все время я помню, как ее можно было спокойно запушить там в геймграбе. Тара, там Джин, Эмс постоянно игрался такой пик. Это был один из самых стабильных пиков. И почему он стабильный? Это потому что ты просто пикаешь персонажа, и против тебя залетают там Мортисы, танки всякие, персонажи без флеша и прочее. То есть это очень стабильный персонаж, который контрит всякую херню, и при этом у него пул, ты можно, из-за того, что в ладере играют в основном игроки с довольно слабым уровнем, ты просто можешь запулить там двоих, троих. Например, на турнирах ты часто можешь вообще не увидеть там пул по двоим игрокам. То есть очень редко можно такое увидеть, особенно там по троим. То есть это прям хайлайтище. В ладере это, вообще дефолт. То есть в этом ничего такого нет. А на турнирах это очень трудно сделать, потому что люди знают, как доджить Тару пул, постоянно держат это в голове, фокус на это внимание делают и прочее. То есть Тара намного труднее играть там, в ладере намного легче, соответственно, ей играть. Она очень хорошо заходит в ладере, не так хорошо, как на турнирах, поэтому ее включу в этот список. Она занимает у нас 3 место.
В принципе, думаю, вы поняли, почему так. Номер 2. Этот персонаж просто каждым рандом. Я типа вот играть, когда иду с рандом, мне постоянно он кидается. То есть он залетает в команду мне постоянно. На любые карты, абсолютно карты любые. Бравлбола его пикают. Я не знаю почему. Я не знаю, почему этот персонаж играется. Вы сейчас видите кадры, как я на нем играю. Это, наверное, самые уникальные кадры в игре. Потому что я на нем ненавижу играть. Но этот персонаж попал сюда не из того, не из-за моей навести, а потому что он не пикается на турнирах так, как пикается в ладере. То есть, почему он работает в ладере? Он не работает в ладере. Слышите, мои рандомы, он не работает в ладере. Пожалуйста, его не пикайте. Почему вы его пикаете каждый раз? Я этого не понимаю. В целом я могу понять, почему его пикают. На нем ты кидаешь бомбочки вот в одну точку, да, и челики на него идут. Ну, типа уровень игры, да, челики просто на нее идут. У тебя появляется башка, ты ее кидаешь, чего не ожидаешь, у тебя башка может вылететь. Они такие думают, окей, а что это за персонаж, что это за башка такая вылетает? Они в шоке сидят, типа уже 3К получили, они до сих пор в шоке сидят, типа как будто застанили, понимаете? Поэтому, мне кажется, Тик это ужасно переоцененный персонаж. Его пикать можно на турнирах только там на какие-то карты, возможно, нокауты там, баунти, но никак не Бравлбола, никак не Геймграба. Почему его пикать сюда? Я не понимаю. Я не понимаю этого. В общем, этот персонаж просто бесполезный. Чел просто идет на минки, ну типа, и так работает постоянно в ладере. То есть уровень игры просто в ладере настолько низок, что Тик даже сюда заходит, и он очень переоценен, как я и сказал, в соотношении с тем, как его часто пикают в турнирах. То есть это очень сильный персонаж в нокауте, там, в баунти, но никак не в бравлболе, никак там, не так часто, точнее, в баунти. То есть он заходит, но не так часто. Я не должен его видеть почти каждую катку в рандомах. Это просто ужасно. Пожалуйста, не играйте Тиком. И топ-1 переоцененный персонаж в ладере. Я думаю, уже все догадались. Возможно, нет. Это Мортис. Это не драфт. Ты не можешь контрпикнуть его тут. Ты его пикаешь в блайнд. И что играется в ладере в основном? Это контратанком. Тара, Шейли, подобные персонажи. Ты залетаешь на Мортисе, играешь против танков. Ты играешь либо против контри танков, либо играешь против танков. И у тебя самый типа бесполезный персонаж. Ты его пикнешь против Мортиса. Ой, ты, допустим, на Мортисе играешь против Джеки. Ты ее не перебьешь никак. Но это просто невозможно. Это самый переоцененный персонаж. И по соотношению пиков в турнирах это тоже можно сказать. Очень редко его можно пикнуть. Да, его там бафнули. Гаджет этот все равно остался бесполезным. Ты его не так не пикаешь вообще по соотношению с вторым гаджетом. В турнирах он изредка заходит в определенные драфты, когда там прям чилы подставились, картонный пик как-то сделали. Он зайдет. Но никак не в ладере, он не будет стабильным персонажем. Да, он прикольный персонаж, это, возможно, самый интересный персонаж, чтобы поиграть, то есть ты получаешь за него удовольствие. Но это самый переоцененный персонаж и по соотношению игры в ладере, и по соотношению турнира, пика в турнире. В общем, да, это был мой топ. Топ-1 занял почетное место, так сказать, Мортис. Не пикайте Тика, не пикайте Мортиса. Если не хотите проигрывать игры в ладере, это мой совет. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Ну что же, разберем 5 персов, по моему мнению, которые реально недооценены, и один из таких будет Гавсик. Объясню почему. Ну, я не буду затрагивать киберспорт, там типа все и так знаю, все как четко надо делать, все как грамотно делать. А вот в том же ладере, в том же где-то там, ну, абсолютно все режимы, да, когда каждый играет сам за себя, недооценивают ту вещь, насколько большой импакт могут дать бусты. И, в принципе, не особо сильно к нему так и стремятся, чтобы все это накопить, всем дать эти бусты. Но на самом деле эти бусты, в принципе, дают преимущество, не знаю, 5 на 3 как будто будете играть. То есть у вас будет на 2 перса больше, при этом также у него есть другая старочка, которая тоже очень круто работает. Поэтому... Если любите Гавсика, то обязательно юзайте, потому что он имба, он мета и очень хороший чел. Вот типа того. Минус 3 даете и нормально все. Таким же в этом топе, по моему мнению, будет Тик. Если в турнире его часто берут, один из самых сильных метателей за контроль. Супер. Далекий рейндж. Ну и супер сильный перс. Есть проблема у него с тем, что если тиммейты будут плохо помогать с прикрытием, допустим, какой-то агро-перс на вас лезет просто, ну, что-то будет, да, возможно, не так легко, как это могло бы быть, но если вы играете, ну, такой, с хорошей командой, да, которая вас и прикроет, ну, это Тик творит страшные вещи и вообще исполняет чудеса, поэтому, если вдруг сомневаетесь, насколько, вот даже, знаете, я вам скажу так, я иногда давал этого перса, советовал в ИСПе. Ну, потому что реально перс очень хороший, очень жесткий. Часто даже за это мне предъявляли, мол, ну ты рекомендуешь Тика, да он там то все. Ну, то есть даже сам народ не понимает, насколько чел
этот хорош Тикуля, насколько он жесткий, и насколько вот он просто в соло может кошмарить типов, пока мой Леон где-то там на отдыхе. Ну, это у нас второй был перс, у нас еще осталось 2 перса, так что давайте разберем их и погоним дальше. Также не учитывайте момент, про который я вам рассказываю. Допустим, сначала показал Гавса, потом Тика. Здесь не будет там топ-1, топ-5. Они все по-своему недооценены. Нет того, кто сильнее недооценен или наоборот. И есть, конечно же, перс под названием Мэйси. И я вам скажу так, что Мэйси, в принципе, турниры тоже, безусловно, очень часто берут. Но ладдер я вижу не так много. Прикол в том, что этот перс это просто гроза. Вот сейчас Гейл абсолютно полностью вообще никакущий, да, после его баланса, и он вообще ничего не может, ни одного танка даже нормально остановить не может. В то же время Мэйси это просто гроза всех танков, если у вас хорошенький АИМ, если вы хорошо попадаете, но она просто уничтожает. Она может в соло дефать троих там у ворот, да, допустим. Челы идут вам забивать, вы просто одной хорошей ультой откидываете всех, там, 2-3, и просто еще остальных добиваете там через гаджетстан. Ну, то есть, перс реально очень хороший, может соло положить целую команду. И плюс что-то там важно отдефать, как-то импакта большого дачи зарешать и так далее. Поэтому, если вдруг не знаете, как стопать танков, то вот вам мой советик. Ну так просто по карте бегаете, да, тут, конечно, кубки 500, на Гавсе были повыше, 800 там плюс, почти по 900, поэтому тут слишком просто, это слишком изи для Мэйси, слишком легкая задача какие-то Мортисы. Ну, ладно, отправляемся теперь дальше, у нас осталось еще 2 перса, про которых я бы вам тоже хотел рассказать. А сегодня еще также у нас будет Честер, Честер перс, ну, вкратце, если скажем о нем, у него как бы и ближний, да, бой, но и средний, и плюс ко всему же это чел. Сейчас, секундочку. Я хотел его добить, своего тиммейта, шучу, конечно. Этот перс также силен тем, что у него очень большой импакт за счет его ульт. Если, допустим, есть стан, он может люто вынести танка. Также, если у него хил есть, он может люто за контроль продавить. Если у него, допустим, там колючки и так далее, стопать. Ну, то есть, во-первых, он непредсказуем за счет того, что ты не знаешь, какая у него ульта будет. То же самое и соперники. Ну, ты потом это уже увидишь. Давай, полетел, полетел. Да, это не работает, конечно, ситуация, когда у тебя тиммейты АФКшники. Но он стащить-то все равно может. Окей. Это у нас был 4-й перс. Погнали к финалочке. Ну и последний перс, который я вам сейчас покажу. Не особо подходящем режиме, но просто про него надо рассказать. Это, конечно же, дед. На деде так нелегко играть, но те, кто умеет это делать, особенно это можно увидеть в каком-то, допустим, там подходящем матчапе, когда у тебя хороший драфт, и, допустим, последним пиком вот Динамайка берут, закрывают там либо в сейф, либо футбол, либо даже гемы, где угодно. Вот там он начинает показывать свою настоящую силу, но когда типа просто не могут остановить. Допустим, пример могу взять ESL, Тотем играли против Crazy Raccoon, ну и Нита, по-моему, Сиси Тампа был, он играл против Маури Динамайка. Ну и как бы он ни старался мансить, что бы он там не пытался придумать, ну, шансов вообще не оставалось никаких. Ну, потому что Динамайк просто не дает шансов. Но, опять же, это надо уже еще и уметь показать. Если вы это сделать сможете, то, конечно, вопросов нет. Но не факт, что у вас это получится там, не набивая руки, не с первого раза, там, на изи и так далее. Короче, всякое бывает, поэтому, если вдруг хотите прям жесткого перса себе в копилочку, то попробуйте научиться вот играть на этом Динамайке и убивать соло. Типа, кстати, нормально там персиночка. И реально, если на нем круто попадать, чувствовать тайминги, все как надо, то он исполняет люто страшные вещи, поэтому будем на этом подводить итоги. С вами был ММА. В общем, всем удачи и там, ну, продолжение как. Всем, короче, пока.